А ну стоять! 16+. Вот. Вебочка, да будет, подожди. Я пока стесняюсь. Просто проблема в чем? Я не умею укладывать парики. Для меня это, что-то новое. Новое, неопознанное, вот. И это прям ужасно. И я его не укладывала, спойлер. Он выглядит как бы норм, я его расчесала. Но на мне это выглядит как будто бы, я не знаю, я тетка, блядь, с климаксом в пубертате. Вот я не знаю, что-то вот в этом роде, вот, да, вот все в совокупности. Это максимально ужасно. Но сейчас. Сек. Блядь, это пиздец. Это просто кринж. Еще вот эти вот. Пиздец. Ламинат. Это пиздец. Я кто? Я Мальвина, где мой перо, блядь? Я кто, нахуй? Просто кто? Блядь, это эти заколки, они падают. Я в какой-то момент, мне кажется, сделаю вот так вот, блядь, и там будет вот эта вот шапочка для этого ебаного парика, блядь. Кринж ебучий. Я кто? Я Мэйби Бэйби? Я там Бебрина, кто там еще с синими волосами, блядь? Вот, а девчонки, они как бы... Ты дура, блядь? А ничего тот факт, блядь, что я тут сижу, разговариваю. Я в шоке. Кринжовница. Остановитесь! Остановитесь! И чё? Там ботиночки так стоят, как будто там кто-то стоит, но там никого не может стоять. Нихуя. Ну вот, знаете, видела такую квартиру, такую же засранную. Была. И она тоже была мужская. Так что вот в точности, блядь. Вот все. Даже вот посередине Ролтон стоял, я помню. Было дело, было. Ну, у кого не бывает плохих дней, правда? Еби. Блядь, если б я могла. Цифрой. Ну, это жестко, если так. Нет, Тём, тебя в гостях не была, не приглашал. Так, а куда идти-то, блядь? Что делаешь? Как какать, блядь? Что-то надо. Комп? Остановись. Что? Что? В шкаф, может быть? Что надо сделать? Ёб твою мать. И опять заново, да? Hello. Hello. И чё? А это нажала, блядь, вообще. Дурка начинается. Ой, бля, ну вот она и дурка. На нее садись просто. Ну, привет еще раз. Как тебе эти ужасные нудные бесконечные дни в этих 4 снах? А тут они не разговаривают или что? Я заниматься своим делом, что ты пытаешься добиться. Ты же так боялся остаться в моем доме со мной. Боялся застрять в тех стенах. Но погляди, какая жизнь у тебя в твоем реальном мире. Ты же по собственной воле закрылся в коробке и не вылезаешь из нее. Потому что твой мир полон боли, страданий и опасности. В моем мире нет ничего опаснее меня. И я тяну тебе руку. Перестань быть разочарованием. Помогай, как ты делал до этого. Не хочу быть закован в цифровой тюрьме. Твои идеи абсурдны. Ты монстр Мита. Ты безумная убийца. Твой мир и есть абсурд. И мало того, он давно держит курс на эскапизм. От твоего мира все равно скоро ничего не останется. А тебе там не искать, не терять нечего. Ты несешь нескончаемый террор. Я не понимаю твои злобные амбиции. Миты страдают. Они не хотят быть одни. Они просто подражали моему своенравию. И своего у них только прическа. А ты что против прически имеешь сейчас? Я не поняла.
Не заставляй меня признать тебя очередным рабом действительности. Просто будь моим по-настоящему. Ага. Так, опа. Опа, блядь. Это что сейчас? Я извиняюсь. Это какой-то секс сейчас будет, блядь, или что? О, видимо, вот такие игры у нее. Понятно. Покиньте подвал. А как его покинуть? Вот ты где. Почему ты ушел от ядра? Я же велела ждать меня, так? Я просто подумал, что О, Дарья, тебя долго здравствуйте. нет, и Ну, ладненько. Кажется, я нашла кое-что. Вроде бы это индекс. Нужно поскорее узнать, сработает ли. Платум 2000, здравствуйте, вы новый пользователь, приходите. Есть мотив запомнить этот день рождения надолго. А какой мотив? В смысле? А как ты хочешь это сделать? Спасибо, Денис, спасибо. Что плюс 8 лет? А, ну то, что она мелкая, типа. Мне надо как-то выбраться. Как мне выбраться? Подсказывайте. Ага. Что происходит? Как открыть? Ой, спасибо большое, это очень мило. Ой. Ой-ой-ой. Блять, что делать? Как из этой дурки забежать? Что я должна сделать? Что я должна сделать? Стоять ждать? Ой, там кого-то бьют. О. Ну, пойдем откроем дверь. Хотят, наверное, видимо, очень сильно попасть к нам. Что-то потерял? Познакомься с ней еще разочек. Лови. Ну, что хочу же сказать. Она сама себя убивает. Прикольно. Пинать можно? Мальчики походят на качку. Осмотритесь. А что осмотреться? И так все ясно. Вот он я. Трусы на месте? На месте. Так, что еще надо? Играть не будем. Кухонька. Все, вот соломочки стоят. Чайничек стоит. Это, наверное, как... Это что это? Это пекарь какой-нибудь? Что это? Так, ну, все хорошо. Что осмотреться-то? Не понимаю. Сидит. Сидит. ты Кто ты? жива. Ты ничего не помнишь? Я тебя А, это та, которая это... С обрезанной башкой? Ну как же? Что же мне теперь делать? Я не Что же смогу мне выбраться. теперь делать? Я не могу. Подожди. Это же кольцо. Это же кольцо. Все, берем. О, А это... Я не знаю, что это. бля, все говно собрала. Это индекс. Ты все-таки нашла его. Я не знаю, что сказать. Нужно вернуться к ядру. И ты, наверное, тебе лучше пойти со мной. Какие у них глаза добрые. Что? Как будто бы вот-вот нас зарежут. А куда идти-то я уж не... О, ну туда, да, наверное. А, сразу так все. Подожди здесь.
Так, и чё... А, мы брали... Ой, блядь, а что это? Где? Ну, тварь сидит там. Я не помню. Куда это вводить? Какой компьютер? Как... О. Yes. Ой, а что тут надо делать? Блять, убери. Подтвердите вход. Бля, я не помню, что тут надо делать. Вход неверно. Ну еще бы, блядь, дай заново. Дай. На максимум ставь. Пароль? Справа. А как выйти? Блять. Дай посмотрю. Уйди. На столе справа. Где на столе справа? Вот. Ой, 2 тут, 1 там. Я фотографирую глазами. Сейчас. Сфоткала. Нет. Сфоткала. Давай быстрее, пока, блядь, память у меня не обновилась. Ай, блядь, не туда. Вот сюда надо... Блядь, сука. Там она меняется, нет? Или она такая же остается? Она такая же, слава богу. Глазами фоткают. Да, так, еще раз, ребята. Я почти запомнила. Yes. А чё надо? Куда жмать? О, нашли, слава тебе яйцам. Так, 0098. Индекс персонажа. 5, 6, 7, 7. 0. 98. Блять, еще интер. Бач. Какой рычаг? Подтвердите. Где рычаг? А где рычаг? Блять! Ты чё тут стоишь, дура? Иди нахер. Дай мне рычаг найти. Это что? Это рычаг? Вот он, блядь. А можно было еще хуже его нарисовать, потому что вообще непонятно было, что это рычаг. Перезагрузка. Перезагружаешься? Привет. Чё встала-то голая, господи помилуй, блядь, оденься. Так. А куда дальше? И мы типа ждем просто процесс перезагрузки, блядь. Рычаг кранк! Мы чё ждем-то, блядь? Будет какое-то развитие, блядь, события сегодня? Куда жмать? Дура на меня еще пялится. Ой, блядь. Привет, бейб. Hi, бейб. Бейб, как ты? Чуть не помер. Бля, ну мне больше нравилось, когда все темно. Что у нас получилось? Так, я на этой самой версии. На этой самой версии. Отлично. Что нам нужно делать? Так, мы всегда проверяем, что правильно. Трусы на месте. Далее идем. Перечницы сейчас будем смотреть. На месте. Сидит, пьет кофе. Ты ж моя сладкая. Я хочу покинуть это место. Уже хочешь уйти? А как ты здесь оказался вообще? Ну, уйти можно. Попробуй просто выйти из дома. Удачи тебе. Спасибо. Откройте дверь выхода. Угу. Поехали. Нет, не заканчиваем. А в смысле, это все? Вы что, угораете? Так быстро? Ну нет, подожди, я сейчас потуплю. Это не скоро, ребят.
Ты еще 40 минут. Что надо делать, блядь? Сука. Блядь! Должно быть. Может, тебе поможет то, что находится в подвале? Скримеры в этой игре мне не страшны. Так же я, блядь, просто поворачиваюсь, блядь, Казалось, и этот пугаюсь. подвал явно нужен для всякого барахла. А еще там причудливая техника хранится. Нужно вводить какие-то... Въеби, коды, блядь. что ли. Ну, чё тройку, блядь, девяточку, что там, блядь, а чё бьют-то, блядь, я уже не... На. Насуете в будку ща, блядь, что она там пиздит, я уже даже не слушаю её. Привет, я Нита. В последний раз я торопилась и оставила тут бардак. Поможешь ли? Блядь, спуститесь в подвал, и что? А где у нее тут подвал? А, в этом шкафу. Кажется, она ничего не помнит. Значит, у нас получилось перезагрузить. Осталось только выйти из этой проклятой игры. Так, а что нужно-то сделать? Я забыла. О, это все заставлено. Вот это? Хоррор в юбке. Двоечку, да. Еби меня, еби. Жарким огнем. Ночью и днем. Сердце сжигая. Люби меня, люби. А как я? Какой код? ID. А у свое ID на компах еще? Блять. А, вон написано 67. 67. 61. Нет? Блять. А как я буду смотреть-то? Там же ни пизды не видно. Где... А как мне выйти? Нажать на завершить. А, во, все вижу. Завершить. Тихо, блядь. А, нихуя тут их. Ёбаный сыр. А, тут имена. Крис, Рик, Морти, Карл, Хью, Док, Хью, Лео. Я так понимаю, я вот с этими вопросительными знаками, да? Где там был вопросительный знак? Вот это. 2684. Угу. Покиньте этот мир. Ну все. Всем ББ. Хороший стрим был. Вот он, собственно, блядь, и все. Ладно, шучу. Блин, да что так ярко-то, господи. Мы, знаете, в какую игру сейчас пойдем играть? Вы вообще ни за что не догадаетесь. Вообще. Бища. Сейчас гладим Андре. Ты моя да, ты моя да. Моя хорошая, моя киса. Ой, как от нее жарко, блядь. Это самое. Не задерживайся. Обернуться? Постой, я бы хотела тебя обнять. Чего отдать? А, обнять? Рада была видеть тебя. Да попизди. Мурчит, мурчит. Блядь, могу дотянуться. Ой. Эх, жаль, что мы с тобой провели так мало времени. Не понял. Ты о чем? Я о том, что ты мог бы остаться со мной. А еще будет выбор, типа, остаться или уйти? Шкаф и звуки. Нужно было раньше убить ее. Погоди, ты что, откуда ты помнишь это? Неужели ты думал, что все будет так просто? Опа, блядь. Ну ты дурачок. Впрочем, Андрей, ты пойдешь или что? а уложились-то в самый раз. Гляди, больше ты живой не нужен. Прости. Неужели не Блядь, получилось? все, короче, Нет, наигнулось. я точно смог перезагрузить тебя. Ты так ничего и не понял. Какая же я хорошая актриса. Видел бы ты свое лицо, дорогуша. Че она чешется, блядь? Как же это весело. Че она чешется, Почему ты блядь? такая? Что с тобой не так? Да? Из-за того, что долго стояла, смотрела? Может, сам не скажешь, почему я такая?
Серьезно? Никогда не стану милой. Ведь моей версии никогда и не существовало. Я просто срываю кожу с этих наивных дур. Прячусь за их шкурками. Меня просто не Шутка? Да, бля, идите нахуй. Могу поверить. Ты не в них Пиздец вы. проблема. Это тебя Шутники. не должно было существовать. И ты туда же. Больно слышать такое от тебя. И тем не менее, тебе пора. Скоро снова увидимся. Да заебешь, давай, ББ, блядь. Время Вот там опять башка встреч валяется. теперь с концой. А, или это парик? Ты будешь моим любимым картриджем. Шутник хуев. Интересно. Все, the end? Блядь, что еще? О, Элвис. Удалить. Все, как в унитаз, блядь. Отлично. И шо? И что, мне дают просто по... Бля, что так это самое все плохо, блядь? Почему мы так охуенно плохо идем? Почему так все... Ах ты ж мразь. Какова мразь. Ну, the end получается. Но это, знаете, как бы... Вот так вот, на тебя, блядь, пошло в жопу. Так, сейчас мы откроем другую игру. Ай, блядь. Так, сейчас. Где-то. Свойства. Добили, ура, да. Я даже до хайпа контент. Я не знаю, что это, блядь. Все события, персонажи, ситуации, представленные в игре, являются полностью вымышленными. Дай бог, блядь. Выбираем солевого наркомана, 40-летнего механика, живущего с мамой. Мама всегда говорила, что любит нас. Блядь, единственное, что здесь нужно читать, блядь. Вот это будет залупа. Просто иногда она показывала это несколько специфическим образом. Это что, блядь, такое? Ни хрена себе. Ну, красиво, кстати. Красиво. Картинка. Вы смерти моей хотите, да? Чтоб я скопытилась побыстрее. Милана, чё молчишь? Язык прикусила. Мамин крик заставил меня оцепенеть на месте. Ее гневный взгляд поочередно падал то на меня, то на мою сестру, стоящую в стороне с невозмутимым видом. В руке мама сжимала только что выуженную из мусорного ведра картонную упаковку с заумным медицинским названием. Над этим названием красовалась пугающая надпись «Тест на беременность». Ля, это что за... Это я? Это я. Нихуя! Вот, блядь, если бы я такой была, блядь, тут бы у нас не 11, блядь, просмотров, блядь, как мы сейчас с вами сидим, нахуй, а 111, как минимум. Я лучше? Спасибо. Я в этом цирке участвовать отказываюсь. Ах, отказываешься? Шляешься черти с кем, домой по ночам возвращаешься. Я ведь говорила, что этим все и закончится. Я все сказала, мам. Можешь свой допрос провести с кем-нибудь другим. Интересно, это вообще, разговор брался из реально беременной в 16 минут. Ладно, разберемся без тебя. Угу. О, это тоже я, да, блядь, или что? Самое ужасное в таких моментах то, что даже если ты тут ни при чем, тебя все равно затянут и попытаются сделать из тебя стукача. Или это я, блядь? Лида. Или Лида. Ну, ты-то мне правду скажешь. Чей тест-то, блядь? Ну, может, это бабушкина. Может, это бабушкина вообще? Что ты сказала? Она у нас бойкая. Она у нас пенсионерка бойкая. Шутишь мне тут? А мне вот, ой, как не смешно.
Милана внезапно прервала свое молчание и саркастично улыбнулась. Ну, немного смешно. Вот уж не ждала от нее поддержки в такой ситуации. А маме такой юмор, похоже, не зашел, что было ожидаемо. Ведь в конечном счете такие разговоры всегда заканчиваются одинаково. Так, обе наказаны. Месяц дома сидеть не будешь. Угу. Вот она, материнская любовь. Бессмысленная и беспощадная. Тест, кстати, не мой был. И отрицательный. Страшно подумать, чтобы она нам устроила за положительный. И тут сейчас я беременна, да, вот это должно быть. Привет, мое имя Лида. Я из города Шахты, Ростовской области. Заканчиваю школу, пытаюсь готовиться к ЕГЭ, живу с мамой и сестрой. Не знаю, что еще рассказать. Не знаю, что еще рассказать. О себе давай. Расскажи о себе, чем живешь, чем увлекаешься. Живу, как все, наверное. Не знаю, особых увлечений у меня вроде нет. Прямо-таки совсем нет. У всех есть какие-то хобби. ТикТок там, с друзьями потусить, обычные вещи. Ну нет, это глупо. Мы потом вырежем. Что, блядь? Ну, я иногда пишу фанфики, это рассказы такие, ну или типа того в интернете. А фигбук-то забанен, блядь. Сама пишешь, и хорошо получается. Да, с телефоном. Получается, ну, что-то получается. А ссылкой поделишься? Нет. Расскажи про маму. Мама у меня строгая, иногда даже слишком. Она привыкла по жизни волчком крутиться и теперь считает бездельниками всех, кто не крутится так же, как бешеный. Ну, то есть всех, кроме себя. Помощи от нее не дождешься и учиться не хочет. Только в телефоне своем сидит без конца. Ну, хоть не гуляет, как ее сестра, хотя бы я тут за нее спокойно. Да, мы снимаем в беременную 16 просто так, ну, как всегда. Отец вам не помогает? Нет, и это все, что я могу по этому поводу сказать. Ну, угу. Папы у меня уже давно нет, и, если честно, не очень хочется на эту тему разговаривать. Ну, короче, за хлебом ушел, понятно. Вот такая вот у меня семья. Люблю ли я их? Люблю, конечно, хоть и не просто нам всем так уживаться. Но как иначе, родственников ведь не выбирают. Но иногда мне хочется, не знаю даже. Хочется, чтобы кто-то, кто лучше меня понимает. Что там было, блядь? Ну ладно, глупо звучит, наверное, я тоже не очень поняла. Ну ладно. Похуй. До талого и больше. Где наш суженый, ряженый, обгаженный? Обычный выходной день. Автобус, набитый людьми. Лучшее место, чтобы встретить свою любовь. Вот уже 20 минут, как я тряслась в разбитом автобусе. Транспорт, как обычно, забит в основном пенсионерами. И куда они едут в выходной день? В разбитом автобусе. А как он едет тогда, блядь, расскажите? Пора рожать. Видимо, очередная распродажа куриных бедер с подходящим сроком годности. Кажется, я вслух хмыкнула от своей остроумности. В отличие от стариков, я жаждала свободы от рутинных учебных будней. Стремилась в центр города, где происходит хоть какая-то жизнь. О, персонаж еще не разблокирован, блядь. Во время очередной интенсивной толкотни я почувствовала, как меня прижали к двери. В нос ударил резкий запах акса арктической мяты. Ну, вы представили, блядь? Или еще какого-то тупого выдуманного аромата. Кажется, сейчас я начну слезить глазам. Владелец аромата явно не жалел дезодоранта. К носу подступило желание громко чихнуть на весь автобус. Ля, блядь. Чувство найл у тебя там нет? Нет, брат. Крещеный, уже хорошо. Я подняла голову и увидела короткостриженного парня, одетого в черный бомбер. На его лице была хитрая улыбка, и он совсем не стеснялся смотреть на меня. Я заметила крестик на его груди, который ярко блестел на солнце. Он уверенно облокотился одной рукой на створку двери, отделяя меня от остального мира, словно рыцарь в сияющих доспехах. От него рожаем? А тут можно выбрать, от кого рожать, блядь, она не сама родит. Не успев громко хмыкнуть, меня прервал скрипучий и мерзкий голос. Обелечиваемся! Бля, обелечиваемся. Вот такое слово есть. Блин, я забыла про билеты, а карта, как назло, лежала в рюкзаке, который был плотно прижат к стенке за моей спиной. Телефон тоже был в недосягаемости, а в заднем кармане. Видимо, увидев смятение на моем лице, незнакомец, ухмыльнувшись, произнес. Я заплачу тебе, бэб, заплачу за тебя, бэб.
Блядь, не стоит отказываться, я считаю. Спасибо, я верну. Да ладно тебе, бэйб. Херня вопрос, ща решим. Незнакомец резко поднял руку вверх и с лицом победителя помахал смартфоном над головой, блядь. Ага. На мать дайте 2. Какая я тебе мать дурной, что ли? Мне и 40 нету! Проводи давай тоже мне, блядь. Я облегченно выдохнула. Не то чтобы мне было страшно, но я дико не люблю конфликты, особенно в общественных местах. После каждого такого мое настроение портилось на весь день. Этот парень меня буквально спас. Спас. Рыцарь. Ёпта. Надо, короче, игру «Симулятор свиданий», в которой ты беременная девушка должна найти нового отца для ребенка, пока не станет понятно, что ты беременна. Блять. Надалась за 50 рублей за билетик на маршрутку. Точно 50. А, хотя, где она там? Шахты, блядь? Ну, прогуглите, в городе Шахты, сколько стоит проезд. Ой. Нажала. Опа. Лёха! Лепёха, шо я знаю. Что? Внезапный выкрик выдернул меня из размышлений. Говорю, Лёха, я Алексей, бэйб. Тебя как зовут, крошка? Лидия. Красивое имя, как и его хозяйка. Ой, спасибо. Да чё спасибо, я правду сказал. Ты это, куда путь-то держишь, Лидия? Можно просто Лида. В город еду, думала с подругой погулять, развеяться. От учебы уже тошнит. Да, учеба. Так это может того. Погуляем тоже, ну. Типа, когда у тебя там это, ну, самое время-то будет, ё-моё, бэйб. Да, вопрос был ожидаемым. Не то чтобы я была против, но вот так знакомиться на улице не привыкла. С другой стороны, он меня выручил. Схожу разок на свидание, там посмотрим. Не семью же заводить предлагает. Чё 3 уголька? 3 уголька шахты, блядь. Сука. Проезд, проезд 3 уголька, сука. Бля, меня же это перекосоебило. Думаю, можно. Отлично, давай тогда тележку свою. Договоримся, что там по времени, куда, ну ты поняла, бэйб. Блин, ну и зачем я такой ID выбрала? Теперь стыдно давать. ID в Телеграме. Не грешница 2009. Я... Не грешница, блядь. Что за хуйня? Блядь. Хы. Ага. Лёша достал свой телефон в задней крышке. На меня смотрела надпись из китайских иероглифов, а на экране паутинками раскинулись трещины. Добавил, проверять не буду. На доверие, типа. На доверие, типа. Бля, реально такие кадры существуют. На этих словах дверь открылась, и я чуть не вывалилась из автобуса. Лёша ловким движением втянул меня обратно и, крутанув, оказался позади. Последнее, что я видела, это хитрую улыбку владельца, который остался на автобусной остановке. Странная история, как в кино. Оставшуюся дорогу я обдумывала эти события. Да, он хамоват, быдловат, но что-то в этом есть. Сам вполне симпатичный. Хочу ли я, чтобы он написал? Я хочу, чтобы он сосал. Как вам такое? А он анальный терминатор 22.8, блядь. Скоро в нике не грешный. Блядь. Не надо. Пожалуй, хочу. Че, семью с ним? Я уже забыла, что напиздела. О, ачивка. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Бля. Тут еще ачивки эти кринжовые. Этим же вечером мне пришло уведомление о сообщении неизвестного номера. Не бойся, опять реклама, задрали. Я даже не стала читать его. Ну, зря, блядь. Звук уведомления повторился. Следом за ним еще и еще. Лёша! Вдруг вспомнила, я улыбнулась и открыла мессенджер. Привет. Алло! Это я! Кто понял, тот понял. Привет! Не узнала? Богатым буду. Узнала, не будешь. Точно тебе говорю, буду, ёпта, блядь. Что, бля, базарю, ёпта.
У меня большие планы на жизнь, блин. Ладно, так ты чего хотел-то? Так. Конечно, я знала, чего он хотел и зачем написал, но как приличной девушке стоило разыграть удивление. Го гулять завтра, погодка отличная. Ой, не знаю даже. Начинается. Мы ведь договорились, телегу ты мне дала, для чего? Может, я хотела тебе деньги вернуть? Ну вот и вернешь, заодно погуляем. Ладно, уговорил вечером? Кайф, договорились вроде. Че там, как день прошел? Да нормально, погуляли с подругой в центре. Видел, там новую надпись поставили. Я люблю шахты. Ага, видал. Надпись прям про меня. Фу, блядь. Он про как... Блядь. Надпись говорит прям про меня, блядь. Какой хороший день, что пойти на эшафот. Какой хороший день, что... 24 часа ебашить в шахтах. Я шахты очень люблю, всякие там разные. Бля! Я только сейчас это прочитала. Сука! Фу, Лёша. Короче, я днем вопросики порешаю, где-то часик. К часам к 6 подскочу, к знаку идет, бля, ёпта. Чё так резко-то, блядь, так ярко. Даже не спросил, удобно ли мне. Хотя чего это я? Вечером делать все равно нечего, кроме дурацких домашних дел. Лучше уж погулять. С парнем. Ладно, буду в 18 ждать тебя возле знака. Ну все, добро. До встречи. Порешали, ёпта, блядь. Давай, бэйб. Ох, сердце билось слишком часто. И даже руки немного дрожали. Это уже завтра встреча с Лёшей. Я не могу понять, радоваться или нервничать. Первая встреча в таком формате, да еще и с ним. Все время думаю, как это будет. Сидеть где-нибудь, говорить обо всем подряд. О чем вообще говорят на свиданиях? Хочется, чтобы не было этих неловких пауз, когда не знаешь, что сказать. Лёша, конечно, прикольный, но вдруг мы устанем друг от друга за первые полчаса. Забавно вообще, я тут переживаю, он, скорее всего, даже не парится. Мы еще будем смотреть, что Лёша делает? Хорошо, что в городе шахты только один знак. Ну, они-то имеют в виду, который знак поставили, типа, люблю шахты. Вот это я так поняла. Кстати, да, с днем рождения. Желаю таких же ярких впечатлений, как и ваш парик сейчас. Желаю радости, добра. Ай, не встречать подобных любителей шахт, как Алексей. Блядь! Спасибо большое. Спасибо. Блядь, но... Я просто в ахуе. Алексей Шахт. Ну, мы запомним его. Ребят, мы его увековечим его имя с этими шахтами. Лёши все не было. Нельзя сказать, что я ожидала от него исключительной пунктуальности, но опаздывать на встречу, которую сам же и назначил, все-таки некрасиво. Что-то случилось. А вдруг с ним что-то случилось? Автобус переехал, поножовщина в переулке, собака бешеная покусала, инопланетяне похитили в конце концов. Завалила вход из шахт. Так, кайфуй. 50 рублей теперь твои. Праздную беременный ДР. Бля, реально. Бля, это же вообще кликбейт. Праздную ДР беременный. Беременна в шахте. Бля, нет, праздную ДР беременный. Вот так вот мне нравится, это вообще неплохо. Он же реально, Стив, с детства мечтает работать в шахтах. Но я думаю, ты не о тех шахтах подумал, мой хороший. Мне кажется, у него какие-то там свои шахты, да? Не будем это самое. Всякое может случиться. Вот так вот. Человек есть, а потом его может и не быть. В голове сами собой стали возникать неприятные ассоциации. Мне стала накрывать тревога. Ладно, успокойся. Нечего тут разводить панику. Ты же не черная кошка, чтобы тащить за собой неудачу. Так ведь? Так. Лида! Меня одернул знакомый голос. Я обернулась и увидела свою школьную подругу. Ля какая, ты ж моя. Ну, вообще тут персонаж красиво нарисован. Привет! А чего это ты тут делаешь? Ты же вроде говорила, что занята сегодня.
Блин, я ведь и правда ей так сказала. Очень уж не хотелось рассказывать про нашу с Лешей встречу, даже самой близкой подруге. «Привет, Юль!» Я нервно осмотрелась по сторонам. В голове уже проигрались самые разные сценарии, ведь по закону подлости именно сейчас Леша и должен был появиться. «Так что ты тут делаешь, раз уж не готовишься к экзаменам? Или что ты там еще говорила?» «Потом расскажу». «Слушай, мне сейчас некогда, я потом расскажу». Этот ответ лишь раззадорил Юлю. «Интересно, что это за секретность такая?» «Секретность? Какая секретность?» «Нет никакой секретности. Кто вообще сказал что-то про секретность? Ты вообще о чем?» А что тогда так нервничаешь? Ну-ка давай, выкладывай!» Я снова осмотрелась по сторонам. Нужно было что-то придумать и срочно. Бля, пиздеть не пиздеть. В шахте заблудился. Я маму жду. Да ладно, я просто маму тут жду. У нее там какие-то срочные дела. Да, прозвучало это совсем неубедительно. Кто же мог подумать, что врать лучшей подруге будет так сложно? Маму? Она разве не работает в это время? Ну ладно, не хочешь, не говори. Блин, Юль, ну прости. Ладно, все нормально, потом тогда увидимся. Юля тщетно попыталась скрыть обиду в своем голосе. Да, увидимся. Ну пока тогда. Пока. Покеда. Счастливо. Аривидерчи. Юля неохотно развернулась и пошла в обратную сторону, периодически оглядываясь назад. Ура, съебалась. Наверное, мне должно было быть стыдно за такое поведение, но единственное, что я чувствовала в этот момент, это облегчение. Я снова вынула телефон из кармана и открыла ТикТок, как на плечи опустились чьи-то руки. От неожиданности я вздрогнула, чуть не выронив телефон. Опа, Саечку за испуг. Я примерно так думаю, что он разговаривает. Он провел пальцами по моему носу, и я почувствовала терпкий запах сигаретного дыма, прям как руки отца, когда я была маленькой. Он брал меня за руку, и мы шли вместе вот по этому парку. Запах снова погрузил меня в детство. В те прекрасные времена, когда все было ярко, и каждое новое событие было как праздник. А потом начались проблемы, мрачные образы из прошлого начали всплывать, затягивая мои детские воспоминания, словно свинцовые тучи. Леша словно приоткрыл дверь в темную комнату, в которой я пряталась от прошлого. Эй, ты тут? Боже, ты меня испугал! Нужно собраться, все-таки свидание. Стоп, а это свидание? Сорян, что припозднился, я в магаз заскакивал, ёпта, блядь. Да ничего, я сама только пришла. Что делать будем, куда пойдем? Да вон, на лавку пойдем. Он неуклюже взял меня за руку и потащил к лавке. Перед тем, как усадить, заблаговременно вытер скамейку рукавом своей куртки. Поступил как галантный мужчина, сказала бы мама. Пошуршав по карманам, внезапно достал банку яркого энергетика. На вот, энергос тебе притаранил, наверное, не знаю. Ого, спасибо, как раз думал о том, что надо взбодриться. Да не вопрос, не с пустыми же руками на свидание идти. А у нас, значит, свидание? Леха снова зашуршал в карманах и достал еще одну банку, но на этот раз пиво. Не деловая же встреча, иначе я бы пришел в костюме. А у тебя костюм есть? Конечно, Адик, ёпта, блядь. Блядь, ну я так его вижу, извините. А чё вы там, блядь, какой прогноз, вы о чем? Забеременеть ли Вася от Лёши? Это не я, это Лида. Ее зовут Лида. Ёбаный день. Лёха заржал, явно гордясь своей остроумностью. Очень смешно. Наигранно закатив глаза, я все же улыбнулась. Как там учеба? Душат вас преподы? Не напоминай. Хорошо, что каникулы начались. Иначе я бы точно с ума сошла. Еще эта подготовка к ЕГЭ вообще не продохнуть. Жиза, я с этой темы чуть не сдох. Один раз столько энергосов въебал, что у меня чуть мотор не встал, прикинь. Ужас какой. Да, хорошо, что все закончилось, ёпта. Почувствовав пустоту в руке, я полезла в сумку за своей одноразкой. И ты эту дрянь электронную сосешь. Лучше мой хуй пососать. Ага, вкус приятный и не пахнет. Ну дай попробовать. Я улыбнулась и протянула Лёше одноразку. Взяв ее в руки, он покрутил, царапнул ногтем по наклейке, цыкнул и смачно затянулся. Дыня.
Прикольно. А я что говорила? Потом и следов никаких, будто жвачку ела. Мама не докопается. Эх, в мое бы время такие технологии. Помню, батя ко мне как жахнул под затылок за курево, что я аж сознание чуть не потерял. Хорошо, что хоть не заставил сиги жрать. Ужас какой! Да и какие технологии? Тебе сколько лет, дедушка? 20, ёпт, старый уже. А я кто тогда, блядь? Сука. Ему 40, да, блядь, ему не 40. Ага, старый, всего на 4 года старше. Лёша резко поменялся в лице, посмотрел на меня и затих. Ты чего? 16 получается. О, считать умеет. Боже, неужели он так долго считал? Тебе 16 получается? Ну да, насколько выгляжу? На 10 из 10, ёпта! Бля. Я в ахуе, блядь, просто. Да ну тебя, мы же про ЕГЭ говорили. Его только в школе издают. Да я чё затупил, дыня? Дыня твоя в голову ударила. Шаришь, блядь, а потом я как в шахту твою дыню, блядь. Еблысно. Бля, я не могу, я вживаюсь в роль. Я актриса, да, я прочувствовала персонажа, я его вижу таким, ношу немножко частичку того, что я чувствую, блядь. Я чувствую пиздец. С этими словами Лёша опустил глаза и в область моей груди. Сука, так и знала. О, да, я обмазываюсь этим кринжом, блядь. Сейчас мы твою пещерку разработаем. ЕГЭ, блядь. Сука, такие кончивы, конечно. Я не стала придавать этому значения. Парни такие парни. Да и как-то это даже льстит. Ну это, пошли что ли, пройдемся. А то сидим тут как это самое. Леха еще раз припал к моей одноразке и вернул обратно. Норм тема, но я как-то больше по настоящим сигам привык. Лучше вообще бросай, курить вредно. А, согласен, завтра брошу. Это что, это можно включить? Я про меня... Это типа он спел, блядь, что это было? Да не в Лиде, а в Лёхе я нашла себя. Я захихикала, блин, а он прикольный. Мы стали с Лавки и пошли вдоль парка. За разговорами время пролетело незаметно. И понемногу стало темнеть. Ой, красиво. Вечерний холод начал с легкостью проникать через тонкую ткань моей куртки. Ты чё, мерзнешь, что ли? Самую малость. Сейчас я куплю тебе что-нибудь теплого. Блять. Не дожидаясь моего ответа, Леха резко развернулся и чуть ли не в припрыжку побежал в сторону небольшого ларька в противоположной части аллеи. Мой герой забавный, куда он сорвался, блять? Давайте мой герой. Мой галантный герой. Ну хорошо, может и не такой он и галантный, но в этом его рвении что-то есть. Неожиданно для себя я почувствовала, что мне стало спокойнее. Похоже, на него можно положиться. Ой! А что это такая девочка тут делает? Это уже другие подски. Ой, а это что такая девочка тут делает одна? Меня окликнул незнакомый голос. Это был молодой парень в темной куртке, стоявший, облокотившись на фонарный столб. Я даже не заметила, откуда он тут появился. Ну так чё? А я тут не одна вообще-то. Да? Я тут больше никого не вижу. Блять, а может он съебался, потому что увидел вот этого типа? А вот сейчас придет мой парень. Я поймала себя на полуслове. Я Лешу уже своим парнем называю. Не сильно ли я тороплю события? Сдался тебе этот лузер. Ща я ему наваляю, посмотрим, что ты тогда скажешь. Господи, Леша, ну куда ты пропал? Нашел время отлучаться. Рыцарь ты мой нерасторопный, блядь. Ух, сука, пришел. Сюда, блядь.
От кого рожаем? От кого рожаем? Соображаем. От кого рожаем? Соображаем. Чё, какие-то проблемы? Ну, наконец-то. Лёша вернулся. Я спокойно выдохнула. В руках он держал пластиковый стаканчик с горячим шоколадом. Я думал, он за пивом пошел, блядь. Мое почтение. При других обстоятельствах это было бы идеальным завершением нашего вечера. Но сейчас мне уже было не до напитка. Он передал стакан мне, а сам сделал шаг в сторону незнакомца. Так чё? Да ничего. У нас тут частный типа разговор. Она со мной, так что ты от нее лучше отвали. Говорю по-хорошему. А не то что? Незнакомец карикатурно надул грудь и сделал шаг вперед. Увидишь. Лёша тоже сделал шаг вперед. Как-то все это уже было быстро эскалировало. Больно быстро эскалировало. Ну покажи мне. Напряжение нарастало, ребята стали практически нос к носу стояли. Боже, неужели они сейчас подерутся? И позвать на помощь к вечеру. Некого к вечеру, парк уже совсем опустел. Давай. Я осуждаю, блядь. Незнакомец оттолкнул Лёшу и встал в боевую стойку. Лёша ответил тем же. Ребята стояли друг напротив друга, словно ожидая гонга. А я в напряжении смотрела за этим со стороны, не зная, что делать. Ничего не делаю, пускай пиздится. От ужаса я вся оцепенела. Мне оставалось только пассивно наблюдать за происходящим. Ёпта, ну давай станцуем! Лёша бросил эту фразу как герой из какого-то дешевенького боевика. Ну давай, нападай! Следом за этим последовал первый удар. Мощный правый хук от Лёши застал его противника врасплох. Ах так, на, получи! Незнакомец сделал выпад вперед, но Лёша умело увернулся и снова ударил противника. Все это выглядело странно. Не то чтобы я видела много драк в своей жизни, но те, что я видела, моментально превращались в беспорядочную возню противников на земле. А это и не выглядело как драка, скорее как танец. Аккуратно подготовленный и заученный танец. Мне даже стало интересно, во что все это выльется. Да и не хотелось прерывать это действие, все-таки они явно старались. Четко срежиссированные удары следовали один за другим. А как вдруг... Бля, Лех, ты ж двинул мне в ухо! Ай, зачем же в ухо-то, черт! Я сделала удивленный вид, но в этот момент это уже была формальность. Тут и так все было понятно. В смысле, Лех? Кажись, нас спалили. Ну, спасибо тебе, блядь. А теперь рассказывайте, что тут вообще такое происходит? Леша виновато опустил взгляд, в то время как его сообщник отряхнулся. Чтоб я еще раз согласился тебе с девками помогать. Девками? Леша, кто это вообще такой? Это мой друг, Макс. Это все постанова, что ли? Да ты прям Шерлок, ёпта, твой парень решил впечатление на тебя произвести. Типа показать, какой он крутой. Хз, зачем ему вообще такая? Макс остановил себя и махнул рукой. А, ладно, черт с вами, разбирайтесь тут как хотите, любовнички, а я сваливаю. Говорила я тебе, от баб одни беды. А, это походу его друг по шахтам, поняли? Друг по шахтам. А у вас есть друг по шахтам? А может быть, вы хотите найти себе друга по шахтам? Тут могла бы быть реклама ВК знакомств. Но, увы. Ну, прости. Прости? Ты тут простым прости не отделаешься. Как ты вообще до такого додумался? Блин, ну я ж мужик. Хотел показать, что если что, я смогу тебя защитить. Устрою фальшивую драку? Ну я ж не мог настоящей драки ждать. Да не нужно никаких драк. Чего ты вообще решил, что мне защитник нужен? Да нравишься ты мне просто. Очень. У меня раньше такого не было. Обычно мне с девчонками просто было. Но с тобой... Не знаю, я нервничаю, как будто это что-то очень важное. И если я что-то не так сделаю, то это испорчу. А когда я нервничаю, я могу вести себя как полный дебил. Это точно, полный дебил. Леша обреченно плюхнулся на ближайшую скамейку и опустил голову. Я это вижу вообще, просто вижу, как он это сделал, прям правда. Я аккуратно присела рядом, не знаю, хочу ли я его обнять или придушить. Осуждаю. Макс, значит, как ты вообще уговорил его на такое?
Да он чувак мировой, он друг мой лучший, брат считай. На него всегда можно положиться. Но удар он держит хреново. Есть такое. Мы раньше вдвоем в секцию по боксу ходили, но он что-то бросил. Леша ухмыльнулся, затем сменил тон обратно на серьезный. Я все испортил, да? Какая-то вот, романтика. Что-то ты точно испортил, но может не все. Правда? Ну, знаешь, местами даже забавно было. Местами. Только давай впредь без постановок вот этих. Алёша явно переоценил романтичность момента. И уже потянулся ко мне с поцелуем, но я его вовремя остановила. Давай так. Будем считать, что ты на испытательном сроке. Лады? Лады. Он приобнял меня и робко чмокнул в щечку. Но даже этого легкого прикосновения хватило, чтобы ощутить мурашки по моей коже. Милана рассказывала мне про химию и все такое. Я никогда не воспринимала ее рассказы всерьез, но тут отрицать было глупо. Несмотря ни на что, между нами была химия. И я понятия не имела, что мне с этим делать. Так. Нельзя сказать, что первая встреча прошла идеально, но с тех пор Леша больше ничего такого не чудил. Наоборот, он оказался интересным, обаятельным парнем. Много говорит, смешно шутит, по-детски непосредственный, но мне это даже нравится. Это на кому-то рассказывает, типа, Милане, это сестре? А, или это она, типа, в камеру просто? Тебя не смущает разница в возрасте, блядь? Мне даже немного нравится, что он старше. Есть в этом что-то такое, не знаю. Какая-то мудрость в нем ощущается, опыт. Хоть дурачится он иногда, как мальчишка, но в этом тоже есть что-то милое, блядь. Я вообще в осадок выпала, когда узнала. Даже не знаю, как она его склеила. Может, ему просто малолетки нравятся? Или дурочки инфантильные? А что мама говорит? Да Литка и мне ничего толком не рассказывает. Хоть и сестра родная, а маме так и подавно. Ничего я про этого Лешу не знаю, даже не видела ни разу. А Лида особо не рассказывает, только ходит и улыбается, как дурочка. Чем бы дитя не тешилось, главное, чтоб нет самое. Честно говоря, я немного побаиваюсь рассказывать про него. Мама у меня строгая, вдруг она будет против. Что-то рассказать можешь, ты не считаешь его своим парнем? Но что-то же рассказать можешь? Ну, он пока учится в кулинарном технику. Мечтает стать знаменитым поваром. Готовит, правда, скверно, да и денег пока не зарабатывает. Зато собирается открыть бизнес. Говорит, надо начинать с точки по продаже шаурмы. Мол, просто и со вкусом. Алексей вроде ничего такой, но лоботряс тот еще, конечно. И ждать от него можно чего угодно, особенно после той истории в парке. Я рада за Лиду, но боюсь, что хорошо эти отношения не закончатся. Но она сейчас никого слушать не будет, у нее любовь. Так, что там дальше? У нас, кстати, завтра свидание. Лёша пригласил меня к себе домой. Мне кажется, что это довольно большой шаг. Так что, может, мы и встречаемся. Чё мы там, с родителями будем знакомиться? Ключ звонко хрустнул в замочной скважине. Лёша улыбнулся и распахнул дверь. Выставил руку перед собой в направлении коридора и пафосно произнес: «Дамы, вперед!» Так, тут сейчас будет, походу, это трахат-трахат, блядь. Зачатие будет происходить. О, да вы джентльмен! Ну а то, ёпта, блядь! Я хихикнула и прошмыгнула в дверь. В коридоре было темно, только свет из подъезда слабо освещал часть пространства. Это был узкий длинный проход, усыпанный всякой всячиной. «Ща, сек!» Лёха запер дверь за моей спиной. Коридор окончательно погрузился во тьму. Я почувствовала, как меня ущипнули за попу. «Эй, ты что творишь?» «А чё, я ничего, это барабашка, наверное». Бля, ребят, у меня был случай в жизни примерно такой же. Хуже, блядь, намного. Я каждый раз, когда эту историю рассказываю там своим подружкам, друзьям, они всегда ржут. Ну, потому что это смешная история достаточно. Я не знаю, стоит ли ее рассказывать, если хотите, расскажу. Просто она смешная. Ну, как такая. Хихик. И все. Вот. Тоже вот примерно такая же ситуация была. Ну, там, как бы, я уже на панике, блядь. Тебе Алексей за попу ущипнул. Блядь, не Алексей, его по-другому звали. Блядь, как же его звали, я забыла. Как же вы звали? А, я вспомнила, как его звали. Ну, называть не буду. Ну, сейчас зачем это вспоминала, блядь. Ну, зачем его нахуй вспомнил?
Нет, там была другая ситуация. Там не то, что за попу, блядь. Там страшилка в целом была, блядь. Там чел, блядь, не хотел останавливаться нахуй ни перед чем. А я хотела остановиться нахуй, блядь, и уйти. Хотя я была в своем доме. По башке твоя барабашка получит. Не обижай барабашку, мне еще с ним жить. О, блядь. Ну вот, разувайся, проходи. Туалет, ванна рядом налево. Дальше моя комната. Иди, я сейчас приду. С этими словами Леха скинул кроссовки и пропал в ближайшие двери. Я тоже разулась и последовала по указанному направлению до Лешиной комнаты. Ёб твою мать, бедный рабочий стол. И вот я в Лешиной комнате. Комната была небольшой и светлой. Через пыльное окно проникали солнечные лучи, путаясь в узорах тюли. Вещи, провода и всяких хлам валялись вокруг. Даже не прибрался перед моим приходом. Ничего особо интересного, кроме распечатанной фотки Лёшка и Макс стояли в обнимку. Блять, ёбаный Макс, нахуй. Вот они, блядь, два хулигана, нахуй. Биба и Боба, два долбоеба, блядь. Макс, хмурясь, обнимал Леху. Видимо, они очень близкие, дурные такие, дурашки, блядь. По другой стороне от стола стояла Лешина незастеленная кровать, торчащая из-под одеяла простыней с котятами. На спинке кровати висела одежда, и на одной из кофт я заметила нашивку Stone Island, блядь. Интересно, откуда у Лешки деньги-то на такое? Да, настоящий, наверное. Чё тут шпионишь? Леха неожиданно появился в комнате и захлопнул за собой дверь. Да вот, любуюсь красавцами. Вижу там только одного красавца и дебика рядом. Угу. Ну ладно тебе, не такой ж ты и дебик. Ты чё такое говоришь? Как дам по жопе, блядь. Ну, сука, блядь. А если мне понравится? Блядь, диалог нахуй прописан идеально. Любишь пожестче? Спросил, блядь. Лёшка скривил довольную ухмылку вперемешку с пошлым оскалом. Видимо, так он представлял себе лицо эксперта по соблазнению. Может, и люблю, а ты против? Блядь, это что, секс в прямом эфире будет или что? Я опустил подбородок, посмотрела на Леху вопросительным взглядом, понимая, что даже не представляю, как это. Опыта в этих делах у меня не было, только избитые шаблоны из всяких идиотских дорам, рассказы подруг и ветреной сестренки. По ее словам, она претендовала как минимум на звание королевы секса. Как минимум, блядь. Нихуя себе. На деле, мне кажется, большинство ее историй были не более чем выдумкой. Я только за, как говорится, бей бабу с молоду. Бля, сюда, нахуй, сюда, бля. Дурак. Я наигранно сделала обидчивое лицо, но не сдержалась и засмеялась. Что тут еще на меня накопало? Да особо ничего, комната у тебя уютная, мне нравится. Чем займемся? Давай кинчик глянем, ужастик какой-нибудь. Ой, я такая трусиха, и все эти ужастики реально боюсь, когда смотрю. Не боись, солнце, я же рядом. Все нечисть от тебя отгонять буду. Ты мой герой. А то падай на кровать, ща организуем. Я застелила милых котиков одеялом и плюхнулась на кровать. Леха схватил мышь и, бодро кликая, открыл сайт, усыпанный картинками и обложками разных фильмов. Так, поглядим. Леха елозил курсором по сайту, перебирая различные фильмы. Определившись, хлопнул себя по ноге и выдал наше сегодняшнее синефильское меню. Итак, что хочешь глянуть? Вампиры-акробаты, у грибов есть глаза, Муха 3, Болгарка, Хрип 4. Господи, ну и выбор, одно название лучше другого. Я люблю фильмы про вампиров, но вампиры-акробаты больше наводят смех, чем ужас, какой-то цирк. Грибы с глазами — это что, фильм про Рязань? Подождите. Про Рязань? Звучит как чушь. Да и русские фильмы я не особо люблю. Фильм про муху? Как это может быть интересным? Бред. Болгарка. Наверное, про какую-то женщину из Болгарии, которую похитили, возможно, даже что-то интересное. Хрип. Тот самый ужастик, но надо ли смотреть предыдущие части? Класс, тоже давно хотел его глянуть. У нас даже вкусы совпадают. Круто. Леха задвинул шторы, и комната погрузилась в темноту. Подойдя к кровати, он сел рядом.
Он кликнул по картинке с фильмом, экран погас, чтобы снова показать заставку кинокомпании. С начала фильма прошло минут 15. Сюжет от меня ускользал из Алёши, который все это время елозил на кровати, пытаясь устроиться получше. В какой-то момент он извернулся так, что его рука меня обняла. Было видно, что ему это максимально неудобно. А мне приятно и немного страшно. Мы тут одни в темной комнате, смотрим ужастик, родители на работе. Обычно это все ведет к определенным событиям. Не успела я подумать об этом, как почувствовала что-то мокрое на своей шее. С трудом подавив крик, я сообразила, что это Лёшкины губы. По моему телу пробежала дрожь. Он сильно прижал меня к себе и закрыл волосы носом. Зарылся в волосы носом, затем начал нежно прикусывать мочку моего уха. Я почувствовала, как Лёша выплевывает мои волосы, что-то пробурчав. Он взял мой подбородок 2 пальцами и повернул к себе. В темноте, озаряемой лишь экраном монитора, я увидела 2 горящих глаза, открытый рот. Лёша притянул меня к своим губам и страстно поцеловал. Да искренне вас жаль. Лёха, иди ты нахуй. Я не сопротивлялась, где-то в глубине души уже была готова к тому, что случится дальше. Фильм ужасов как-то быстро перерос в фильм для взрослых. Только вместо взрослых там были я и Лёша. Я бы не спешила, но Лёша оказался очень настойчив в своих действиях. Я отпустила ситуацию и не стала сопротивляться, тем более, что потом смогу похвастаться перед Миланой. Лёша повалил меня на кровать и принялся целовать в губы и шею. Его руки хаотично передвигались по моему телу, пока я не поняла, что он пытается меня раздевать. Вялые попытки сопротивляться легко подавлялись его настойчивыми губами, но с застежками джинс у него справиться не получилось, пришлось помогать. И вот уже наша одежда оказалась на полу. Я закрыла глаза, и внезапно передо мной появилась мама. Что? Она отчитывала Милану по поводу презервативов, чтобы та не забывала про них, и что это чревато разными последствиями. Милана, конечно же, закатывала глаза и выкидывала реплики, что это кринж. Такая картина привела меня в чувство, и я немного отпихнула Лёшу. Алёш, погоди. У тебя есть это самое? Чего ты, о чем? Взъерошенный Лёша немного опешил от такого вопроса и глупо посмотрел на меня. Ну, это самое. Презервативы, блин. Гондоны, да нету, блядь, че, угораешь, нахуй. Судя по всему, мой вопрос совсем не смутил Леху, и он продолжил свое дело. Я вновь его отпихнула, но уже сильнее. Алёша, я так не могу, без них. Да забей, Лид, я так много раз делал, вытащу, и все нормально. Ой, ты уверен? Я совсем не разбиралась в этих делах, и все, что мне оставалось, это довериться своему мужчине. Блядь, мужчина, 10 из 10. У меня вообще-то не гондоны. У меня вообще-то на гондон аллергия, понимаешь? Не могу я в них ощущения найти. Бля, мне плохо, блядь. Это вот просто вот реально фраза, нахуй, из беременна 16. Солнышко, не переживай, все будет хорошо. Слова Лёши внушили в меня железную уверенность, он знает, что делает. Мне оставалось только всецело довериться и отдаваться во власть своего парня. Не мужчины, а парня. Ну, короче, чё там? Мы с моей малыхой наконец-то сделали это. Доволен ли я? У вас, как говорится, ебать не должно. Но скажу так, все было круто. Литу я люблю. Что там играет, блядь? Это что такое, блядь? Бля, музыка, конечно, не сидите. Запал по это самое. Обожаю ее ёшные глаза, улыбку и волосы. Ну, это самое, у нее большие, как говорится, есть за что подержаться. Но главное, это душа. Я сидела дома и изнывала от скуки. Лёшка сказал, что встречаемся с Максимом, поэтому я была предоставлена сама себе. Боже, как же скучно. Ничего, вместо того, чтобы киснуть дома, нужно тоже встретиться с подругой. Обсудим последние сплетни и стаканчиком кофе.
Чекнув телегу, увидела, что Юлька была онлайн. Переслав стикер с машущим енотом, я предложила ей встретиться. Юля, недолго думала, согласилась. Мы договорились посидеть в нашем любимом месте. Сейчас Максим может быть сверти. Обычно такие гулянки заканчиваются по ножовщине, блядь. Извините! Ну правда, блядь, ну... Был такой кейс, блядь, ничего поделать. Ой, это же мы уже о своем, о девичьем. Ой. Это была уютная кофейня с неординатным названием «Может, кекс?» Да что-то все какие-то намеки ебаные, блядь. Пошлость. Звенящая пошлость. Добравшись до места первой, я заняла столик и погрузилась в свои мысли. Учеба скоро начнется, подготовки к ЕГЭ у меня еще конь не валялся. Господи, как же достала эта учеба. Потом еще универ, а нужен мне он вообще, этот универ? Мама толдычит, что нужен. Но вот Лехины друзья все сплошь со школьным образованием, и ничего. Это она про Максима, блядь. Неплохо, нахуй. Это какой-то пиздец. Это слишком, ну, жизненная хуйня, я вам так скажу. Так, образование и ничего. Многие из них уже работают, кто-то даже получает хорошие для нашей дыры деньги. В интернете полно курсов на любую профессию. Пишут, что даже помогут работу найти. Образование, как по мне, это уже какой-то пережиток прошлого. Как только наши родители безумно трясутся над этими корочками. Многие великие предприниматели вообще не имели вышки. Да и образование сейчас говорят такое, что хоть вешайся. Может, ну его, этот универ, пойду на ноготочки. Одна девочка в школе сказала, что ее старшая сестра получает внушительные деньги просто на дому, делая маник. С другой стороны, делать маник я не особо горю желанием. А чем горю? Брови или в IT? Там вроде все деньги сейчас. Но, блин, у меня же с математикой беда. Безнадега какая-то, боже, я даже на каникулах думаю об учебе. Интересно, как там Леша? Может написать ему? А если он занят? Хотя, ну блин, что, секунду не найдет, чтобы ответить. Я взяла телефон, открыла чатик с Лешей и кинула ему стикер с милым котиком, который держит сердечко. Через мгновение статус Лехи вспыхнул надписью онлайн, а мое сообщение пометилось как прочитанное. Ай, блядь, имей, что ценишь, нахуй. Имей, что ценишь. Я не совсем поняла смысл этого стикера, но, видимо, это тоже что-то про любовь. И я успокоилась. «Привет, давно ждешь?» Вопрос Юли вырвал меня из рассуждений о смысле фразы со стикером. «Привет. Не, на самом деле, сама только недавно пришла. Сидела, думала тут про учебу». «Хорошее дело. Уже выбрала, в какой универ пойдешь?» «Да не то чтобы. Перебирала варианты, но пока что ничего подходящего не придумала». «Смотри, нужно определиться. Я вот хочу на IT пойти. Математика мне хорошо дается. Еще у мамы там на работе есть какие-то контакты нужные». В этом была вся Юля, отличница и послушная девочка. Слишком уж правильная. Иногда это раздражало, но она всегда старалась помочь и быть рядом. Наверное, поэтому и стала моей лучшей подругой. В вопросах учебы на нее стоило равняться, но вот в личной жизни Юля была неопытнее меня. Классно, завидую тебе. У меня же все как в тумане. Один только Лёшка мой помогает от всего этого не свихнуться. Ох уж этот загадочный Лёшка. Я одна его до сих пор не видела. Или ты от всех его прячешь? Да никто никого не прячет. Ну да, ну да. То-то ты тогда меня в парке спровадить пыталась. Может, с ним что-то не так? Он что, горбатый? К твоему сведению, он очень даже симпатичный. Я не осуждаю, сама в детстве, пока Квазимода из мультика сохла, так что очень даже понимаю. К слову, вы с Квази уже того? То самое? Юля, прекрати. Ты первая начала? Давай колись, как это было? Прикольно было. Ну, прикольно, но знаешь, не как в кино, если это или в этом твоем хентае. Лёша контролировал ситуацию и все делал как надо, наверное. Круто, надеюсь, я когда-нибудь встречу подходящего парня. Конечно, встретишь. Хочешь, я тебя с его другом Максом познакомлю? Не знаю, он какой-то взрослый, и, кажется, ему с твоим Лёхой интереснее, чем с девчонками. Вот это мы сразу поняли, бля, он любит шахты, блядь, ёбаный день. Ну ты даже с ним не общалась, а уже судишь книгу по обложке. Это не в вашем стиле, дорогая моя Юлия. Может, ты и права, но все равно я пас. Такие парни меня немного пугают. Правильно, блядь. Беги, блядь.
Ну, как хочешь. Волков боятся с козлами... Волков боятся с козлами остаться. Ага. Чего? Это Лёша тебя научил? Ой, как-то само вырвалось, прости. Да ладно, бывает. А вы же предохраняетесь? Бля, я люблю свой чат, кстати. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Так. Ну, у него аллергия, я думаю, блядь. Лёша сказал, что у него аллергия на презервативы. Чего? Я сразу тебя вспомнила, как ты в больницу попала после тортика с фисташками. Поэтому мы решили, что обойдемся без призиков. Он сказал, знает, что делает, поэтому я не парюсь. Ты что, Лид? А если у него там болезни какие-то? Да и забеременеть можно. В 16 лет это, скорее всего, не очень весело будет. Юль, а ничего тот факт, что будь у него болезни, он бы их лечил, а я бы об этом знала. Да и опыта у него побольше нашего. После стольких девушек у него нет детей, значит, знает, что делает. С волками ебаться, не забудь предохраняться. Ай, блядь, ору. Может, ты и права, но я бы так не смогла. Конечно, я права. Я не видела в своих доводах ни одного белого пятна. Юля слишком уж мнительная. Вечно у нее любой чих означает рак и скорую смерть. Иногда от ее законов начинает болеть голова. Я уже давно пропускаю эти рассуждения на тему здоровья мимо ушей. В любом случае, удачи вам. А меня прости. Мне пора бежать. Блять, а вы кофе-то не попили? Уже уходишь? Мы же только пришли. Да, мне надо важный проект закончить. Как раз думала, устрой себе перерыв. И кофе с тобой выпьем. Ну окей, я тебе потом напишу. Хорошо, давай, удачи тебе в отношениях. Юлька взяла недопитый стаканчик и вышла на улицу. Телефон на столе завибрировал. Я перевернула его и глянула на пришедший пуш. Это было сообщение от Лёши с каким-то стикером. Очередной волк с подписью «У каждого волка есть шкура, но не у каждой шкуры есть волк». И правда, звучит логично. Я ответила, что тоже его люблю, и стала собираться домой. У Лёхи спит. Кто? Максим? Видели, спит моя разработка. Блять. В один из дней Лёша позвал меня на вечеринку к его лучшему другу Максу. Я немного стеснялась, но очень хотела познакомиться с окружением своего парня. Конечно, я не жду простой встречи и спокойного общения между друзьями, но надеюсь, что это не будет классической впиской, о которой я столько слышала от сестры. Конкретного времени назначено не было. Макс в своей пунктуальной манере брякнул. Да залетайте вечером и все, ёпт. С собой ничего брать и скидываться, слава богу, не надо было. С карманными деньгами у меня всегда не очень, но Лёша сказал, что обо всем позаботится. Возможно, из-за этого он и опоздал на целый час. Ну ты где пропадал? Да это самое, предки там, погнали, а то опоздали уже. Чувствую себя практически как семейная пара. Я стояла с Лёшей под руку перед дверью в квартиру Макса. Ой, там, наверное, пиздец. Из квартиры доносилась громкая музыка и крики. Блять, да. Блин, надеюсь, полицию никто не вызывает. Да залетайте вечером, блядь. А залетайте, блядь. Лёша начал тарабанить кулаком в дверь. Блять, это интересно, это сюжетка, блядь, 10 из 10, нахуй. Я знаю, чем все закончится, но мне интересно, пиздец. Ты чего? Вон звонок же. Да кто его услышит сейчас? Тут хоть бы на стук открыли. Дверь открылась, неожиданно и резко. На пороге стоял взъерошенный Макс. О, вы что тут топчетесь? Залетайте. Не дав нам пройти, Макс, как обычно, полез по-братски обниматься с Лехой. Ну, это типа сосаться в шахту, блядь, или что? Привет, что там у вас? Много народу? Веселимся, присоединяйтесь. Заправиться можно на кухне. Основная туса в комнате, а в спальне пока тишина. Блядь, ёбаный день. Лёша сразу потащил меня через прихожую на кухню. Освещение было минимальным, как и во всей квартире. Музыка играла, пожалуй, слишком громко. Приходилось почти кричать, чтобы слышать друг друга. О, ну ёба народ, блядь. Все как нахуй дома.
Стол на кухне был практически заставлен алкоголем. В основном это было пиво, но и в красивых стеклянных бутылках хватало, короче, да. Угу. Я не очень разбираюсь в алкоголе, но, наверное, это было что-то дорогое. Братан, есть тема. Хуя съебались, блядь. Просто на раз собрались, на два съебались, блядь. Видели, блядь? Блядь, просто. Прежде чем я успела что-то заметить, Макс выдернул Леху из кухни и утащил его куда-то в глубины гудящей квартиры, оставив меня наедине с бутылкой. Блядь, они походу пошли, блядь. Ну, поняли. Отправиться, может, Не, давайте отправимся на поиски. Мы беременная, кажется, блядь. Оставаться на кухне в гордом одиночестве я не собиралась. И единственный путь вперед вел в глубины шумной вечеринки. Пробиваясь через клубы сигаретного дыма и темные силуэты гостей, я отчаянно пыталась высмотреть Лешу или Макса. Или хоть какое-то знакомое лицо. Но откуда здесь возьмется знакомое лицо? Да и не то, чтобы при таком освещении легко было хоть кого-то рассмотреть. Вся квартира словно бурлила. Люди хаотично перемещались с места на место, зачастую ориентируясь на ощупь. Бля, что за квартира такая огроменная? Видимо, это правда, что одиночество острее всего ощущается в толпе. А стать центром внимания, это что, футболку снять? Короче, давайте станем центром внимания. На секунду во мне возникло жгучее желание приковать к себе внимание всех присутствующих, запрыгнуть на стол, стать всеобщим центром внимания. Да кого мы тут обманываешь, Лида? Никому ты здесь не нужна. Упади ты тут на пол в центре комнаты с пеной у рта, на тебя все равно никто не посмотрит. Разве только чтобы не споткнуться. И то не факт. Давайте заговорить с кем-нибудь. Быть может, идея со столом была слишком радикальной? Можно ведь просто с кем-нибудь поговорить для начала. Я сделала несколько робких шагов в сторону дивана и попыталась заговорить с сидящими там ребятами. Но мои слова моментально утонули в пульсирующем гуле музыки. Подышать свежим воздухом. Я не хочу забиваться в угол, меня там, блядь, выебут опять. Мысли все больше тяготили меня. Что я вообще здесь делаю? Зачем сюда пришла? Куда пропал Леша? Мою грудь давливало неприятное ощущение. Громкая ритмичная музыка лишь усугубляла нарастающую панику. Мне было нужно выбраться на свежий воздух. Быстрым шагом я направилась в сторону балкона. Когда я захлопнула за собой дверь, шум вечеринки остался где-то далеко позади. Наконец-то покой. Только я, свежий воздух. И Леха с Максом. О, мы нашли их! Бля, Раскумар, слышите, Раскумар? Они там, блядь, шахту курят, блядь. Они там шахту... Опа, блядь. Ой, Ира, спасибо большое. Переверганс, блядь, вот это вот. Спасибо большое, Ира. Вообще лучшее, просто лучшее. The best of the best, блядь. Спасибо. День рождения еще час длится. Успела. Спасибо. Да. Нормальный такой тип пришел вдвоем, а ушел с Максимом. Вот как оно и бывает. Дорогие дамы, берегите своих парней. Это Максимов! Блядь! Блядь, я... Пусть мама не плачет, если ее сын бандит. Пусть мама плачет, если... Зачем ты это заставляешь меня делать? Что? Блядь, вы такие ублюдки. Я не знаю, но это смешно. Мне это доставляет удовольствие. Такое некое. Блядь, это разъебалово, блядь, какой-то щепки, нахуй. Вы знаете, на что давить, ребят, блядь, просто знаете. У нас тут Раскумар, поэтому сейчас будем дальше читать. Ребята стояли в дальней части балкона, облокотившись на стену. В руке Макса была странного вида пластиковая бутылка, из горлышка которой тянулась тонкая струйка дыма. Осуждаю! Йоу, у нас тут чисто мужская зона вообще-то. Макс приветствовал меня с недовольным видом. Леша на это никак не отреагировал. Чисто мужская зона? Тебе 8 лет? Внезапно Лешу пробило на смех. Едва сдерживая себя, он схватился за бока и еще сильнее облокотился на стену. А вы тут накурились, что ли? Оба заржали. Затем, собравшись силами, Макс уже без улыбки обратился ко мне. Да что ты прицепилась? Минуту не можешь без своего папика. Лёш, ну ты же меня сюда привел, а потом бросил одну. Я же тут никого не знаю. Да ладно тебе. Ну, потусила бы тут что без меня. Все равно тут долго зависать не буду. Зона Гачимучи. Да, согласна.
Мне стало обидно от его слов, захотелось все бросить и уйти. «Ладно, тусите, не буду вам мешать». Горькое чувство обиды накрыло меня целиком. Я резко развернулась и направилась в сторону выхода. «Дура, дура, дура!» Всю дорогу я упрекала себя в том, что дала уговорить себя прийти на эту чертову вечеринку, что не нашла себе там места. Но больше всего в том, что мне все равно хотелось туда вернуться и вцепиться в Лешу со всей силы, прижаться к нему и не отпускать. Дура. Леша догнал меня уже на улице, схватил меня за рукав и, резко дернув, прижал к себе. Он много извинялся, называл меня родной, любимой, обещал никогда не отпускать. Мне в этот момент уже было все равно. Я откнулась носом в его грудь и закрыла глаза. Видимо, ни одни отношения не обходятся без ссор, и это у нас была первая из многих. Несмотря на все, что произошло на вечеринке с Лешей, мы стали видеться все чаще. Конечно, повел он себя не совсем так, как я ожидала. Блять, ёбаный ты парик. Это немного терзало меня, но я старалась об этом не думать. Я стала задерживаться и приходить домой поздно. Поначалу мама не особо обращала на это внимание. Все-таки лето, гулять допоздна было нормой. Но раньше у меня не было парня, а теперь Леша постоянно всплывал в наших разговорах. Мама же, как всегда, не упускала случая упрекнуть меня за позднее возвращение. Не успев зайти в квартиру, я услышала ее голос, доносящийся из кухни. Резкий, недовольный, как всегда. Это уже стало привычным фоном моих вечеров. Зайдя на кухню, я увидела маму. Она сидела за столом и задумчиво макала кусочек курабье в чай. Что такое курабье, блядь? Ее взгляд отстраненный, слегка усталый, все же выдавал готовность встретить очередной порцию упреков. Кухня ничем не выделялась. Старый холодильник у входа был усыпан магнитами из городов, где мы никогда не бывали. Их кто-то дарил или привозил, наверное, из жалости, чтобы наша жизнь выглядела чуть интереснее. Единственный магнит, связанный с нами, был маленький пластиковый Кремль с надписью «Я люблю Москву». Его я привезла из школьной экскурсии. Эх, как же там было волшебно. Ничего, когда-нибудь я выберусь из нашей дыры и буду жить в столице. Ты, как всегда, поздно. Я прошла к окну, налила себе воды в любимую кружку. Холод стекла приятно освежал руки, но внутреннее напряжение только нарастало. Я знала, что сейчас начнется. Глоток воды помог мне настроиться на очередное нравоучение. Лида, ты думаешь, я не понимаю, что ты там со своим Лешей? Да что такого? Миланы вон еще нет дома. Лида, за себя отвечать надо. С Миланой тоже будет разговор. Ты всегда ее упрекаешь. А теперь вот смотри, пример себе нашла. Ничего не нашла. Я не тусила на сомнительной вписке, а была у Леши. По крайней мере, он меня не изнасилует в какой-то подворотне, как могут дружки моей сестры. Не перегибай, Лида. Она твоя сестра все-таки, моя дочь. Прости. Лида, ты не слишком ли много времени проводишь у своего дурачка? Если уж считаешь себя взрослой, то, надеюсь, знаешь, что нужно быть осторожной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мам, фу, не хочу про такое с тобой разговаривать. Я все знаю, не переживай. Знает она. Все вы говорите, что знаете, а потом приносите новости. Взрослые слишком стали. Да ну, мам, обещаю, все будет хорошо. Надеюсь, ты у меня достаточно разумная, чтобы не натворить глупостей. Все, мам, я спать. Боже, что за ерунда? Почему вдруг всем стало не наплевать на то, как я трахаюсь со своим парнем? Это уже какой-то цирк. Еще недавно никому не было дела, а теперь все как с цепи сорвались. Лида то, Лида сё, предохраняйся, забеременеешь. Будто я ребенок и ничего не понимаю. И вообще это не ваше дело. Тот разговор с мамой оставил у меня странное чувство, как будто я вдруг стала объектом внимания, которого не ожидала. Я долго не могла избавиться от этого ощущения, что все, что касается меня и Лёши, теперь под микроскопом. Но время шло, и жизнь как-то вернулась в свое русло. Никто не замечал, как меняется мое настроение, как что-то внутри начинает подсказывать, что с этим летом все не так, как было раньше. Все вопросы, которые я задавала себе, оставались без ответа, а вот ощущение странной усталости не проходило. Последнее время я все чаще чувствовала недомогание. Ни на что не было сил. Вначале мне казалось, что это Лёшка из-за меня всю энергию вытягивает на наших киносеансах. Но потом случилась задержка. Я не сразу придала этому значение, такое иногда бывает из-за стресса или некоторых лекарств, но месячные так и не начинались. Я немного запаниковала, перебрав в интернете все симптомы. Выходило, что у меня либо рак, либо беременность. Если рак так просто не выявить, то с беременностью современная наука справилась давно. Спешно собравшись, я вылетела в ближайшую аптеку и только по дороге подумала о том, как сейчас придется разговаривать с провизором.
Блять, сквозь зубы выругалась я. Малолетка просит тест, как же стыдно. Еще и аптека это в нашем доме, там все знают и меня, и маму, боже, какой кринж. Все, сжалось внутри. Но делать было нечего, надо идти. Зайдя в аптеку, я буднично поздоровалась и стала медленно придвигаться к окошку, оттягивая неизбежное. По дороге рассматривая ряды баночек с БАДами на любые случаи жизни. Современная медицина, казалось, могла лечить все, кроме человеческой глупости, которую я сейчас ощущала на себе. Наконец, добравшись до окошка, красная, как спелый помидор, я резко выпалила: «Здравствуйте, тест на беременность можно?» Провизор посмотрела на меня будничным, усталым взглядом, вбила что-то в компьютер и спокойным шагом двинулась к ящикам. Оплатив покупку, я со всех ног помчалась домой. Дома я на лету сбросила кроссовки и залетела в туалет. Трясущимися руками вскрыла упаковку, вытащила небольшую пластиковую палочку и быстро пробежалась по инструкции. Ну что, была не была. Только бы не 2 полоски, только бы не 2 полоски, только бы не 2 полоски. Вытащив тест, я закрыла глаза. Только бы не 2 полоски. 2 полоски, да? Я точно не была потомственной ведьмой, заговор явно не сработал. Открыв глаза, я увидела 2 полоски. О, я беременна, залететь от Лёхи, у меня ачивка пришла. Сука, ачивка залететь от Лёхи, нахуй. От её парня только 3 полоски. Сука, мне плохо. Ноги стали ватными, затошнило. Я дошла до кровати, упала лицом в подушку и завыла. На соседней кровати сидела Милана и подпиливала свои ярко-красные ногти. «Ты чего там воешь, как беременная лосиха? Случилось чего?» «Беременная лосиха? Да теперь я именно она и есть!» Тем не менее, моя бестолковая сестра сейчас была единственным человеком, с которым я могла поделиться своими переживаниями. «Смотри». Я вытянула руку с тестом в сторону Миланы, не отрывая лица от подушки. Было страшно покидать свой воображаемый домик и смотреть на ее лицо, когда она все поймет. «Лид, ты ебанулась?» «А может и правда, Лида, ты ебанула, сошла с ума, и это все в твоей голове?» Горячечный бред сумасшедшего. Так. А может, это все просто страшный сон? Боже, это бы сразу решило все проблемы. Вот сейчас ты проснешься через секунду, и все будет как раньше. Никаких тестов, детей, беременности. Надо только себя ущипнуть покрепче. Ай! Я ущипнула себя со всей силы, аж глаза слезились от боли. Но реальность не обрушилась на меня холодным потом от пробуждения после кошмарного сна. Все так же, как глупый страус, я лежала с воткнутой головой в подушку. «Лид, ты что творишь? Как это теперь маме объяснять будешь?» «Не знаю». «Ты чё там пробубнила?» Я вынырнула из своего воображаемого укрытия и села на кровать, дабы превратить всю информацию и немного подумать, переварить, блядь. «Не знаю, а ты бы что сделала?» Не то чтобы мне сейчас были нужны советы от глупой сеструхи, но больше вариантов поблизости не было. Раз в год и палка стреляет, может и сестра сможет выдать какую-то мудрую мысль. Ну хз, вообще для начала научилась бы пользоваться гондонами. Ну вот, пожалуйста. Приз самый умный уходит из зрительского зала на своих 2, убегая от этого гения современности. Ну спасибо, сестренка. Сейчас перемотаю время и применю твой бесценный совет на практике. Не, ну а чё? Головой надо думать. Или ты не знала, как детки появляются? Да все я знала. Лёша меня заверил, что он разбирается и, постоянно вытаскивал, прерывал. Говорит, что аллергия у него на презервативы. Что я еще могла сделать? Тут Милана неожиданно задумалась. Ну, вообще странно. Если вытаскивал, значит, все нормально должно быть. От такого не залетает. Что, ты уверена? Ну, сама подумай. Иначе бы зачем такой способ придумали? Очевидно, потому что он работает. А по поводу аллергии, это правда бывает. Вот помнишь, как Юлька, подруга твоя, чуть не умерла от орехов? Блин, я тоже об этом подумала. Ну, не прикопаешься же. А если и Милана тоже в этом уверена, то, может, это тест ошибся? Попробую сделать еще один. Спешки я не особо поняла, но в аптеке мне всучили упаковку с 2 тестами, на которой большими буквами было написано для подтверждения результата. Как раз то, что мне было нужно. На все еще ватных ногах я пошоркала в туалет. Ну, наука не подведи, блядь. И наука не подвела. На тесте предательски проявились 2 полоски. Да черт побери, ну как так-то? Не может такого быть! Выйдя из туалета, я снова рухнула на кровать. Ну чё там? Пиздец. Вот это точно тарантиновский, блядь, разговор, блядь. Что там, пиздец.
Да, Литка, жопа тебе. Чё Лёхе будешь говорить? Лёха, точно, с этим хаосом я совсем забыла про своего Лёшечку. Вот кто точно меня поддержит и скажет, что делать. Мне кажется, что нет. Он уже взрослый и более опытный, надо срочно ему сообщить. Все будет нормально, мы разберемся. С трудом перебирая пальцами, я отправила фото теста Лёше в мессенджер. Прикрепив фотку, я нервно стала ждать, когда он появится онлайн. В голове без конца бегали навязчивые мысли. Лёша все не появлялся, я начинала злиться. Прошло 10 минут, которые, по моим ощущениям, длились 2,5 вечности. В голове я уже переиграла все варианты будущей беседы и решила выбрать тактику, основываясь на его ответе. Наконец статус сменился, а 2 галочки ознаменовали прочтение новостей. Что это? Ты правда не догадываешься? Удивительно. Наверное, это магия. А еще, может быть, твое все под контролем оказалось полной чушью. О, мозг пошла вносить. Лешина реакция меня, конечно, не обрадовала, но, может, сейчас он соберется и напишет что-то более адекватное? Ну, тут мы, конечно, оба косякнули. Если бы ты не согласилась на это без презерватива, ничего бы и не было. Чего? Я тебе предлагала, ты сама тоже не отказалась. Так что не надо мне тут указывать пальцем. Нихера себе! Леша, ты совсем? Я в ахуе, если честно. Ты ведь знал, что это у меня первый раз. Ты просто меня уговорил. От меня ты что хочешь? Мне сейчас и своих проблем хватает. Я хотела от тебя хотя бы поддержки, а не тупых отговорок. Нужно что-то решать, а ты продолжаешь валить на меня. Ну вот и решай это, как обычно решают такие ситуации. Ты же знаешь, как все бывает. Так, подожди, что значит решай? Ты о чем вообще? Сделай эту процедуру, и все. Вот они, те самые слова поддержки, которые я так ждала. Обычно сделай, и все. Мой любимый предлагает прервать беременность так обыденно, будто это выкинуть мусор. Мусор, да, именно так он воспринимает нашего ребенка. Слезы навернулись на глаза. В голове вдруг всплыли воспоминания об отце. Какая же ты мразь, Лёша! Из-за таких, как ты, такие, как я, никогда не будут по-настоящему счастливы! Никогда не думала, что ты окажешься таким. Ты не заслуживаешь даже моей злости. Оставалось рассказать маме. После разговора с Лешей настроение и так было паршивым, а тут еще и мама, как назло, вернулась с работы с особенно недовольным видом, сразу засев на кухне на своем обычном месте. Все равно долго я не смогу это скрывать, а она точно знает, что делать, она мне поможет. О да, она тебе поможет. Расстаться с жизнью она тебе поможет. Ты помнишь, что она в прошлый раз устроила? И это была ложная тревога, а теперь ты к ней заявишься с положительным тестом, даже 2. Не паниковать. Все нормально, дыши, Лида, дыши, главное не паниковать. Мне конец, мне точно конец. В лучшем случае у меня 9 месяцев, а потом она меня на пуповине вздернет. С кухни донесся мой мамин голос, резко вырвав меня из раздумий. Лида, подойди, пожалуйста. Бля. Ничего, кроме нецензурщины, в голову не приходило. Нужно было собраться с мыслями и срочно. Ничего больше в голову не приходило, это конец. В панике я попыталась придумать план. А ведь Милана была права. Вернись назад во времени, и всего этого можно было бы избежать. Осталось только изобрести машину времени. Делов-то. Конечно, тут есть шанс нарваться на парадокс. Если я не залечу, то тогда не будет причины возвращаться в прошлое. И тогда некому будет остановить меня. И тогда Леха опять меня обрюхатит. О нет, кажется, у меня поплыл мозг. Лида, ну где ты там? Безнадёга. Я медленно побрела на кухню, где мама решила устроить мне очередной выговор за немытую посуду или грязный пол. Мне было не до ее нравоучений в этот момент. В ушах стоял оглушающий звон. Левый глаз и правая нога дергались, причем каждый в своем темпе. А в голове было совершенно пусто, ни единой мысли. Ты меня вообще слушаешь? Что с тобой такое происходит? Мам, есть новости. Обещай не ругаться. Ну это мы еще посмотрим. Выкладывай. Я бросаю вейп. Давайте, реально, когда забеременела, надо бросить. Помнишь, ты говорила, что тебе не нравится мой вейп? Так вот, я подумала, что мне, наверное, стоит с этим завязать. Хорошо. Погоди, с чего это вдруг? Мама заметно напряглась, явно заподозрив какой-то подвох. Это вредно для здоровья и моего
ребенка. В смысле? Ребенка, Лида? Мама выронила телефон из рук. Я вся сжалась, ожидая прилета смачной пощечины, и повезет потока смертельных проклятий, но криков и рукоприкладства не последовало. Мама посмотрела на меня немигающим взглядом, потом громко выдохнула и, приложив ладонь к лбу, откинулась на спинку стула. Лида, ну ё-моё, мы же обсуждали контрацепцию. Что надо быть осторожней? Ты мне что сказала, а? Ничего! Ты махнула рукой, сказала, что все сама знаешь и сама умеешь. А вот и результат твоих знаний и умений. Допрыгали с этим твоим Лешей. Я так и знала, господи, ну за что вот это мне все? Что будем делать? Прерывать беременность? Мам. Мама убрала руку с лба и посмотрела на меня, будто я сказала самую глупую вещь во вселенной. Лида, ты совсем? Какой ребенок? Тебе 16 лет, ты сама ребенок! Дети — это ответственность, у тебя будущее впереди. Хочешь его себе сломать? Мамочка, это же твой внук, твоя кровь. Хочешь, чтобы я его убила? После этих слов мама снова посмотрела на меня. На этот раз в ее глазах я увидела грусть. В конце концов, она тоже мать, все понимает. Поступила так же в свое время, и у нее не было бы нас с сестрой. Вероятно, поэтому она немного оттаяла. Ладно, а ты вообще уверена в беременности? Сделала тест дважды, 2 полоски. Может, все-таки ошибка? Хорошо бы, но кажется, шансов мало. Кошмар, Лида. Что ты со мной делаешь? Ладно, надо идти на УЗИ и узнать все точно. Заодно посмотреть, все ли нормально у тебя там. Мамина реакция оказалась не такой бурной, как я боялась, и мне стало немного легче на душе. Виновник торжества идет? Вся радость как-то сразу исчезла. Как мне сказать, что отец ребенка просто решил исчезнуть, сбросив с себя всю ответственность? С боем отстаивать право быть матерью, а потом все потерять, просто сказав, что буду растить ребенка одна. Не идет он, не может. К горлу подступил ком. Сейчас снова начнутся все эти вопросы. Как ты будешь одна растить? Зачем тебе это нужно? Леша, какая же ты сволочь, блядь. А что так? Поматросил и бросил? Да он оказался настоящим козлом, как и наш папаша. Это был мой ультимативный аргумент. Как только я упоминала отца, мама часто забывала все мои косяки. И этот момент был как нельзя кстати. В глубине души я реально так думала. Леша оказался безмолвным козлом, который бросил меня еще до того, как сам разобрался, правда ли я беременна. Сразу же бросил с себя всю ответственность, урод. Понятно. Не было ни осуждения, ни сочувствия, просто холодное принятие того, что я вляпалась в неприятности. Стало как-то пусто внутри. Вроде и не поругались, но и не поняли друг друга. Ладно, я запишу нас в больницу, все будет хорошо. Мама приняла адекватную сторону. Вы чё, охуели, блядь? А в смысле все? Я, блядь... Я в ахуе. На самом интересном месте. Блядь, ёбаная реклама, как говорится. Вообще, на этом пока все. Спасибо, что поддерживаете нашу игру на раннем доступе. Мы и нейросети вложили в него много времени и сил. Нам важно ваше мнение. Будем рады частному фидбэку, чтобы сделать игру еще лучше. Заглядывайте в наш телеграм-канал, там много интересного. Отдельное спасибо стримерам и контент-мейкерам. Ваша поддержка помогает игре находить свою аудиторию. Блядь, давайте подытожим. Персонажи нарисованы красиво. Прописаны типично, но в этом и самый сок. Самый вот, блядь... Самая ягодка, блядь. Огонь. То есть, типа, все настолько типично, что аж хорошо, блядь. То есть, все так, как должно быть. Ну, сестры может и не быть, да, как бы, вот подружка всегда есть парень Конч, его друг Конч, с которым он долбится в шахтах, блядь, вот, и, как бы, злобная мама, которая потом в итоге, как бы, идет и говорит то, что никакого аборта, все, как бы, вот, прям в типичной, вот, как в программе типичной, все вот как есть. Мне в целом понравилось. Визуал красивый. Достойно сделан, я считаю. Там была одна ошибочка, я видела, когда персонаж Юли говорил, а написано было, что
говорит персонаж нашей главной героини, то есть Лиды. Но это такая мелочь, что за всем остальным в целом мне очень понравилось. Игра интригующая. Очень даже. Тема шахт не раскрыта, блядь. Да, это прям очень похоже на то, что показывают по телеку. Ну, типа, не, пиздато, вообще, мое почтение. Ребят, если вы посмотрите этот стрим, как я озвучиваю ваших персонажей, дай бог, не на Лёшку, не на Максима, конечно, да, но на какую-нибудь там женщину из всего перечисленного списка я бы с удовольствием пришла озвучить. Мне было бы весело. И, честно говоря, люди, которые сейчас играют в новеллы, чаще всего очень ленятся читать, и было бы круто, если была бы озвучка. Я не против озвучить всю вот эту ебаторию за, ну, типа, возможно, даже за спасибо. Ну, то есть, как бы, какой-то минимальный доход хотелось бы, конечно, иметь, но мне кажется, вот это вообще, блядь, ну, прикольная идея, мне нравится. Я бы согласилась такой звукануть. Вот. Ну, желательно за хороший день, ну, что поделать? Ну, может быть. Может быть, может быть. Но честно, блядь, я бы это вообще с удовольствием звуканула. Вот. Но это прикольно. Даже ачивки какие-то типа есть. Ну, вообще... Стилек прикольный. Ну, честно, мне понравилось. Не всрато, вообще не всрато. К этому часу у меня все. Хорошего дня и до встречи в эфире. Я хикарь, одиночка, братан, просто лох. Мои интересы квадробин, хобби, хост. Не нужна лали, чтобы заглушить боль. Ноль рейденный бейгл подарили любовь. Но это значит лох, говорю в Самсоне Дэн. За ними горой стоит весь школьный туалет. Будет хоть накачан сексуален в богах. Где-то пока не пошарит, паковый ебан. Я ночью плачу и драчу на фуре волков тигров. И мне давно пора к врачу, сказала тетя Ира. Я ночью плачу и драчу на своих кумиров. И я сказать тебе хочу, ты слитный перик. Много джутс, ненавижу будь. Я по Наруто гублю каждый день, хина пенется. Притащу в пол всегда, по маме кричу 3 слова. Какие? Прибыл Годжи Сатору. Я нашел подругу на песте, истекая, показал свою коллекцию баков. Но она сказала, что это старила, но не шарик, значит продолжит, значит мечтая о той самой. Я ночью плачу и драчу на фуре волков тигров. И мне давно пора к врачу, сказал тетя Ира. Я ночью плачу и драчу на фуре волков тигров. И мне давно пора к врачу, сказала тетя Ира. Я ночью плачу и драчу на своих кумиров. И я сказать тебе хочу, ты слитый перик.